Вы знаете таких людей, которые живут по принципу «меньше забот, крепче». Иван Петрович был как раз из таких. 62 года прожил, в доме идеальный порядок, в огороде все по линейке, каждый инструмент на своем месте и никаких неожиданностей. Особенно с хвостами. Но жизнь любит сюрпризы. В один день его кошка Мурка решила принести ему 5 таких сюрпризов. Прямо в сарае, уютно устроившись в коробке из-под старого телевизора. «Ну что это за напасть такая?» – возмущался Иван, глядя на пищащих малышей. «У меня своих забот хватает, а тут еще это...» Мурка смотрела на него пристально, будто напоминая. «Это же мои дети, хозяин. Наши дети». Но Иван стоял на своем. Целых 2 недели. Терпел, слушал бесконечное мяуканье, тратился на корм, вычищал подстилку и все время ждал, когда же это закончится. А потом сказал себе «хватит, сколько можно». Взял коробку, аккуратно, конечно, не зверь все-таки, и понес к ближайшему магазину. Место людное, может, кто и возьмет. Котята симпатичные. Полосатый, 2 рыжих, 2 черненьких. На крышке. Написал от руки «Котята в добрые руки». Поставил коробку у входа и пошел. Не обернулся. А Зоя Николаевна, живущая неподалеку, как раз за хлебом шла. Увидела Ивана и все поняла. Потом стояла у магазина, гладила малышей, но унести не решилась. Пенсия скромная, жилье тесное. «Эх, Ваня, Ваня», – тихо сказала она, – «где же твое сердце?» Но не осудила, только вздохнула. А спустя час пошел дождь. К вечеру коробка раскисла, котята жалобно пищали, люди подходили, сочувствовали, но никто не решался взять. «Ой, бедные!» – причитала продавщица Светлана. И что теперь делать? Перед самым закрытием коробку все-таки занесли внутрь, чтобы до утра хоть под крышей были. А Иван тем временем сидел дома, пил чай и думал. Наверняка уже всех разобрали. Котята-то красивые. Повезло кому-то. Но на душе было неспокойно, словно что-то упустил. «Ерунда», – буркнул он. «Меньше забот. И отлично». Но Мурка весь вечер металась по дому, искала малышей, заглядывала в каждый угол и мяукала так тоскливо, что Иван не выдержал. Пошел к Зое Николаевне. «Есть у тебя валерьянка? Что-то нервы шалят». Она молча протянула пузырек. Про коробку не сказал ни слова, хотя очень хотелось. На следующее утро, да от суббота, приехал Андрей, сын Ивана. Как обычно, дорогая иномарка, костюм с иголочки. Раз в месяц, как по расписанию. «Привет, пап». Сухо поздоровался он, ставя машину у ворот. «О, Андрюшка, заходи, чайник уже на плите». Но у сына было другое настроение. Он ходил по дому, оглядывая все с какой-то тревогой. «Пап, а где котята?» Иван поперхнулся. «Какие котята?» «Не прикидывайся», – нахмурился Андрей. «Света из магазина рассказала, что видела тебя с коробкой». «Вот так. Секреты в деревне долго не живут». «Пристроил», – проворчал Иван. «Что не так?» «Не так?» – возмутился Андрей. «Пап, ты что, просто выбросил их?» «Да не выбросил. К магазину отнес. В хорошие руки». «К магазину? Ты серьезно?» Андрей не сдержал раздражения. «А помнишь, как я просил щенка, когда маленький был? А ты что говорил?» «Это ответственность, хлопоты...» Иван опешил. Не ожидал такого напора. «Да ну, Андрюш, ну что ты начинаешь... А теперь ты готов выбрасывать живое существо только потому, что хлопот много. Может, и меня хотел в коробке оставить когда-то?» Сын хлопнул дверью и вышел во двор. Иван нервно курил на кухне. Давненько бросил, но заначка осталась. Настроение было. Хуже не придумаешь. Через пару часов отправился в сарай, решил отвлечься, инструменты перебрать, порядок навести. Открыл дверь и остолбенел. Под верстаком на старой куртке копошились котята.
А рядом Мурка, довольная, как будто так и надо. «Это как?» – выдавил Иван. «Кто их сюда принес?» «Пап, ты чё кричишь?» – зашел в сарай Андрей. «Ты? Это? Ты их вернул?» «Я? Я вообще не знал, где они. Ты же сказал. У магазина...» Оба переглянулись. Иван замер. А вдруг он и правда их не относил? Или кто-то принес обратно? Может, Зоя Николаевна пожалела? Предположил Андрей. Иван промолчал. Ночью Иван вышел покурить. У забора стояли Зоя и Валентина. Тихо беседовали. «Валя, представляешь, Мурка, умница!» Иван котят выкинул, а она ночью всех 5 по одному домой притащила, шептала Зоя. «Не может быть!» – удивилась соседка. Видела своими глазами. Сидела ночью с зубом, в окно глядела. Она туда-сюда, одного за другим. Вот так номер. А Иван хоть знает? А с чего бы? Он ведь спал, как убитый. А с утра, поди, сыну на уши навешал, мол, кто-то из соседей подкинул. Иван стоял по ту сторону забора и чувствовал, как в темноте горят уши. «Умная все-таки у него кошка», — сказала Валентина с уважением. «Чует, дети — это главное. А ее хозяин... Ну, что с мужиков взять? Лишь бы без напрягов и хлопот». «Да что уж там», — отмахнулась Зоя. «Сын его приезжал, слыхала, как ругались. Наверняка тоже из-за котят». «И правильно», – кивнула Валентина. «Пора бы отцу совесть почистить». Иван затушил окурок и медленно пошел домой. Утро за завтраком выдалось напряженным. Андрей хмурился, ковыряя ложкой в тарелке. «Пап», – начал он, не глядя на отца, – «прости, что вчера вспылил». «Да брось», – махнул рукой Иван. «С кем не бывает». «Нет», – упрямо сказал Андрей, откладывая ложку. «Не хочу. Брось. Вчера я многое про себя понял. Мы с тобой... Мы ведь одинаковые». «Это как понимать?» «А так. Жена мне вчера в лоб заявила, либо я становлюсь отцом, либо она уходит. Все из-за сына. Я, как ты, не хочу его в секцию отдавать. Затраты, хлопоты, некогда. А потом сижу и ловлю себя на твоих же словах». Иван сглотнул. Где-то внутри что-то кольнуло. «И что ты решил?» «Пока думаю». Андрей встал. «Но вот гляжу на себя и понимаю, как с теми котятами. Как только неудобно, избавься». Упростил. И вперед. Он пошел к выходу, но остановился. «Ты помнишь, как я котенка принес, когда мне было 7? Нашел на улице, прижал к груди, нес домой с таким счастьем. А ты? Убери не до этого!» И я ревущий понес его обратно. И всю ночь потом в подушку. Иван сидел, сжав руки в замок, и чувствовал, как сжимается что-то в груди. «Сынок, я ведь тогда не знал. Или не хотел знать», – тихо ответил Андрей. «А теперь я также сына воспитываю. Дорого, некогда. Потом, а Мурка, она не бросила, всю ночь таскала. По одному домой, потому что понимала, что детей не бросают. Он вышел, оставив отца 1 на 1 с самим собой. Этой ночью Иван не сомкнул глаз. В голове снова и снова крутилось. Мальчишка с котенком, слезы в подушку, безразличие. Он вспоминал и не мог понять, как тогда не увидел. Главное, думал, что сын стал самостоятельным, замкнулся и радовался. А ведь это он, Иван, просто не захотел услышать. Он встал, подошел к окну, где небо начинало светлеть. И ради чего я тогда выбросил котят? Неужели жалко стало? Немного заботы. А Мурка ночью всех 5 принесла. Сама. Без жалоб, потому что для нее это были дети. И вдруг Иван почувствовал, как слезы катятся по щекам. Впервые за много лет. Утром он пошел с молоком, как обычно.
Котята мяукали, толпились у миски. А Мурки нет. «Мурка!» – позвал он. «Эй, ты где?» Обошел сарай, чердак, двор. Нигде. Тревога росла. «Пап, что происходит?» – выскочил Андрей. «Кошка пропала. С утра нигде нет». Раньше бы Иван только рукой махнул, а теперь внутри все сжималось от страха. «Может, гуляет?» – осторожно предположил сын. «Не гуляет. Она от котят не отходит ни на шаг». Они вдвоем обошли соседей, заглянули на огороды, в амбары. «Нет, не видели», – отвечали им. А в глазах читался вопрос: неужели это тот самый Иван? Петрович так переживает из-за кошки. Но Ивану уже было плевать, что подумают. Важно было одно – найти Мурку. После обеда в калитку постучали. «Зоя Николаевна, Иваныч, я слышала, кошка пропала». «Пропала, как сквозь землю. Я объявление распечатаю, повесим по деревне. Народ, глядишь, поможет». Иван удивился. «Зоя предлагает помощь? Ему, тому самому, кто котят бросил?» «Да не стоит вам». «Стоит», – жестко сказала она, – «и Мурка хорошая. Не можем мы вот так взять и забыть». Андрей все слышал и невольно смотрел на отца по-новому. Неужели он действительно стал другим? На следующее утро Иван кормил котят, когда услышал тихое мурлыканье. Обернулся, на пороге стояла Мурка. Вся в грязи, с поцарапанной мордой, но живая. «Родная!» – воскликнул он и опустился на колени. «Где же ты была?» Кошка подошла, уткнулась в его ногу и тихо замурлыкала. Через несколько дней Андрей собирался уезжать. «Пап, я поговорил с Леной, сказал, что Димку записываю в секцию, и собаку мы заведем. Назовем, пусть будет друг». Мечта детства, как-никак. «Молодец, сын», – кивнул Иван. «А я одного котенка оставлю». Черныша. Остальных Зоя поможет пристроить свутушку. Договорились уже. Андрей подошел и крепко обнял отца. «Спасибо тебе. И за котят. И за все». Иван вздохнул, погладил черныша, который уже спал на подоконнике. «Это я. Спасибо, говорю. Вам и Мурке. За то, что вернули меня к жизни. Теперь Андрей с семьей приезжают в деревню часто. С ними и их лабрадор-друг. А Иван с Зоей Николаевной вместе пьют чай, смеются и обсуждают, кто и где нашел новых котят. Потому что семья – это не удобство и не меньше хлопот. Семья – это когда не бросают. Никогда.